Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня экстренное сообщение, экстренное видео. Оно посвящено новой проблеме на томатах. Практически это не новое, ежегодно, всегда в это время уже совка появляется. Сегодня 7 августа, снимается видео вечером 7 августа. И оно посвящено обработке, защите томатов, перца, баклажанов, практически всех овощных растений от совок различных, их очень много, и от туты абсолюты. Это новый вредитель тута абсолюта, который я только в конце сезона в прошлом году обнаружила, буквально на нескольких растений, уже в самом конце сезона. Ну, а наши местные тепличники борются уже второй год с этим Вот, вредителем. смотрите, вот хороший пример. Здесь у меня 2 помидора вот так были вместе, но, видимо, раствор все-таки попал сюда. Видите, что творят бабочки тута абсолюта? Вот ее уже нету, потому что она погибла. Да, она погибла. Где она, тут не видно. Яйцо погибло, но уже была гусеница. Вот. Здесь просто рядышком помидор. Видите, что делает? Испорченные плоды. Вот это так работают совки тута. Совки тута абсолюта их называют, это бабочка. Вот уничтожает. О, даже есть. Вот смотрите, вот она погибла. Видите? Вот она. Такая серенькая бабочка отложила яйцо. Вот такая гусеничка. Ну, попала на гусеничку, попала сюда. Вот эти наши помощники. И как сработало хорошо. Она погибла. И не вылетела, и не наложила кучу яиц, чтобы уничтожить другие плоды, ягоды. Все подряд уничтожает. Вот интереснейший пример. Я наконец-то увидела. Что очень много слышала. В прошлом году только первый раз у меня в конце уже сезона я увидела. Но самое важное сейчас обработки. Каждую неделю обработка идет для того, чтобы вот приводить их в чувство вот такое, чтобы уничтожать всю кладку яиц, потому что летают везде и всюду. Очень много различных бабочек. Сухая, жаркая погода. Оптимальные условия для развития вот этих всех вредителей. Совок очень много. Бабочки самые разноцветные, которых я раньше не видела. Вот такое у нас вот предупреждение, просьба ко всем, предупреждение сейчас. Пожалуйста, обрабатывайте, не оставляйте без внимания ваши томаты. Готовлю огурцы, раствор перцы для обработки против вредителей. Беру 2 ведра по 5 литров. Одно большое здесь буду соединять уже потом, а вообще-то можно соединять будет и уже в самом баке. Заранее, за час до обработки, у меня еще время есть, солнце еще высоко, поэтому беру вот этот препарат против вредителей. Вот, сейчас мы его вот так вот сболтаю. Все хранится в погребе, в прохладном месте. Если в жаре, то, что я видела, что делают мои друзья, ну, это никуда не годится. Там уже ничего живого нету, если на солнце держать. Вот смотрите, этот у меня мерочка 35 миллилитров. Вот так, 25, вот это 25. Поставлю 50, не пожалею. Обычно я полную одну, даже получается 55. Вот. Здесь я перемешиваем все. Главное перемешать. Для чего я делаю это заранее? Для того, чтобы вода, кстати, температуры воздуха. Сегодня у нас после циклона прохлада. Сейчас температура воздуха 28 градусов. И температура воды, естественно, такая же. Очень хорошо, важно, нужно перемешать. Просыпаются сейчас помощники наши. Здесь в концентрированном виде, а там вот в воде начинают просыпаться. За час они очень хорошо размножатся. Так, и теперь вот еще этот препарат, это тоже скарада и тоже называется плодово-ягодный, против всяких вот этих бабочек, совок, вредителей, то же самое. Вот в сочетании вот эти 2 скарада М мне помогают уже с 2014 года. Вначале была просто порошковая форма, а сейчас вот она жидкая уже много лет.
И мне очень нравится. Так, одна и вторая полная. Не жалеем, даже больше можно. Так. Закрываем. И сейчас мы, когда наберем все, мы в погреб занесем. Вот. И тоже перемешиваю, тоже их пробуживаю. Теплая водичка, чистая, без хлора. Вода должна быть обязательно, если у вас с крана, то должно отстояться. Хлора не должно быть. Так, здесь тоже у нас просыпается. Сейчас сделаю еще сразу же, заготовлю очень важную вещь делаю. Это у нас тестолип. Сейчас покажу, как я его буду разводить. Вот этот препарат помогает мне всегда экономить все препараты, биопрепараты. И подкормочки, и против болезней. Все это вместе тестолип биопрепарат этой же фирмы. Что я делаю? Тут тоже правильно нужно подготовить. Вот у него такой голубой цвет, если можно увидеть. Видно там? Видно, видите, голубой цвет. У меня уже мерка есть. 15, нужно 15 миллилитров всего-навсего на 10 литров воды. Я беру ложку, у меня тут мерка, вот эта советская ложка, 15 миллилитров. Тоже очень правильно, нужно его подготовить, важно. Одна ложка тестолипа, одна ложка воды. Снова же такой же теплый, как у меня просто она прогрета на солнышке. Теперь одна ложка перемешалась с тестолипом. Теперь добавляю еще 2 ложки. Раз, два. Уже теперь получается 2 к 2. Дальше, чтобы сэкономить время, это можно дольше делать, вот эти перемешивания. Теперь 4 ложки добавляю. 1, 2, 3, 4. Мне говорят, зачем так долго? Налил, перемешал. Я тоже так, как, кстати, вначале делала. Но эффект не получала тот, который мне нужен. Тестолип любит, чтобы его правильно развести. Тогда он становится такой текучий, вот, липкий. Вот уже смотрите, какая прелесть. Так, а теперь 4 ложки было воды. Теперь я добавляю еще 4. Раз, два, 3, 4. Есть. Теперь 8 ложек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, 8 ложек. И оставляю тоже на это время. Пусть созревает, тоже размножается. О, какая красота получается. Просто прозрачный. Очень красиво. Это только можно увидеть вот так. Камера навряд ли передаст. Вот. И теперь еще один раствор делаю. И я хочу обязательно еще воспользоваться моментом. Буквально дать 5 мл магния и 10 мл калия. Это жидкое органическое удобрение, микроминералисы. У меня очень хорошо все получается с этой фирмой, вернее с этими удобрениями, наноудобрения, без кислот. Я делаю заранее, так как у меня там препараты уже готовятся. Ложка у меня 15 миллилитров есть. Видите, я уже знаю примерно сколько, но мне нужно 10. Вот, 10 миллилитров калия развожу тоже отдельно в чашечке, пусть оно здесь пока полежит. И 5 миллилитров магния. Буквально чуточку магния. Магний — это настолько вкусные и сахарные помидоры. Вот это даже многовато. Но тут вода была. Ну, я думаю, чуть-чуть. Где-то 7 миллилитров. 5-7 миллилитров. Много не надо. Потому что сейчас еще продолжается жара. Вообще, общее количество должно быть 30. Это если нормальная температура. Но у нас там в ближайшие дни снова 31. В теплице будет жарче. Поэтому я не увлекаюсь большим количеством. Вот. Все эти у нас составляющие в течение часа вместе с Карадо М, то есть биопрепаратом, биоинсектицидами, готовятся к тому, чтобы быть использованными через час вечером в теплице. Тестолипа заливаю сюда в одну, половину в другую емкость. Тут, где у нас находились Карадо. Хорошенько перемешиваем. И сюда. Сразу, чтобы у нас так в одну калий добавляю. В одну емкость, в одно ведерко.
а в другую магний. Я их в разные ведерки, все равно у нас разные. И тоже хорошенько сейчас в течение минуты будем перемешивать. Конечно, надо было калий и магний сначала, потом тестолип. Но уже так получилось. Правильно сначала микроудобрение, а в конце тестолип. И это сразу же исправляю свою ошибку. Вот так. Смотрите. Прямо аж пенка такая делается. Это уже значит проснулись наши помощники. Начали размножаться и готовы к своей работе. О, какая прелесть. Вот для перемешивания очень хорошо вот деревянная вот эта такая с кухни старенькая скалка. Вот так. И здесь у нас тоже, видите? Тоже пеночка такая. Ну что, заливаем. Уже теперь они соединяются, эти биоинсектициды. И здесь соединяется уже и подкормочка. Так, есть. И теперь это подкормочка и защитники. Если бы я их вместе сразу сделала, они бы боролись друг с дружкой. А так я сейчас их отправлю на листики, и каждый будет занят своим делом. Никто не будет друг на дружку смотреть. Все будут трудиться. Вот, прекрасно. Закрываю. Ну что, готовы. Идем обрабатывать. Против всех вредителей и подкормки. Итак, опрыскиваем и томаты. Обязательно томаты, потому что очень любят вредители сейчас совки, томатики. Красные мы соберем, а зеленые, смотрите, нужно все. И вот так сверху обязательно, потому что это горизонт у нас, обязательно все мы обрабатываем тщательно. Вот эту обработку, кстати, вот уже видно, тоже было. Видите? Уже процесс был. Проба. И вот так всю теплицу обрабатываем. Сверху и снизу. Обрабатывайте, не оставляйте без внимания ваши томаты, огурцы, перцы, баклажаны, потому что эта зараза летит на все и все уничтожает подряд. Для нее нету ничего такого, чего она не ест. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео предупреждение для всех, для того, чтобы вы могли сохранить свои плоды, которые вырастили с таким трудом. Те, кто не собрал еще, вот, пожалуйста, будьте внимательны к тому, чтобы защитить их от вредителей. Не забывайте также от болезней. Триходермин тоже не мешает, всегда помогает, если особенно там, где идут дожди. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего самого доброго вам. До новых встреч на нашем канале.